Вот скажите мне, кто ночью зимой в минус 10-15 градусов мороза будет тестировать винты на квадрокоптер? Правильно, вы не ошиблись, вы снова на канале русского сумасшедшего пилота, и сегодня у нас опять коптерная тема. В этой теме мы коснемся тестирования винтов Autel EVO 2 Enterprise и сравнения их со стандартными винтами, которые установлены на квадрокоптере Autel EVO 2 Pro и Autel EVO 2. В принципе, вот на всей этой серии. Погнали! Конечно же, снимать тесты намного приятнее на каком-нибудь солнечном пляже среди пальм, женщин с красивыми кокосами. Но поскольку живу я в середине Сибири и минимум полгода в году у нас ночь, зима, ну ночь, конечно, я приукрасил, но зима, холода, полгода стабильно. Поэтому выбирать погоду, ждать, когда она в конце концов снизойдет до нас, чтобы дать возможность сделать красивые съемки, блин, не приходится. Винты лежат уже которую неделю, и я никак не могу выбрать время, погоду, условия для того, чтобы их протестировать. Поэтому сегодня я плюнул, махнул рукой и сказал: а поехали. Вначале было желание поумничать, покидаться там умными формулами, сказать, как это классно рассчитывается. А потом подумал, а нахрена нам это все нужно? Нам достаточно знать то, что один винт больше, другой меньше. То есть я померил винты на Autel EVO 2 Pro. Диаметр стандартного винта составил 23 сантиметра. И также измерил винт Autel EVO 2 Enterprise. Диаметр этого винта составил 26 сантиметров. То есть на 3 сантиметра больше. По процентному соотношению это получается на 13% где-то винт Enterprise больше, чем винт стандартный. И, соответственно, мы можем ожидать, если выкинуть все формулы, все расчеты, конструирование винтов, это вообще, блин, кошмарная тематика, за которую даже смотреть страшно. Поэтому все это из головы и просто будем предполагать, что мы ожидаем увеличения тяги где-то на 10%, 10-12, ну там, не знаю, при прочих равных условиях, то есть при прочих равных характеристиках. И, соответственно, это, по идее, должно нам дать прирост также где-то на 10% длительности пребывания коптера в воздухе. Вот сейчас мы в этом деле и разберемся, так ли это. С момента взлета до момента посадки специально для контроля времени я вывел тайм-код для хронометража времени. Запись экрана прошла полностью, но запись видео в первом тесте прервалась после заполнения внутренней памяти. Забыл переключить ее на карту после крайнего полета без нее. Начать запись. Остановить запись. Ну все, процесс съемки начался, то есть чтобы у нас батарейка села быстрее. По возможности я включил запись. Запись у нас ведется в 25 кадров в секунду. Не ручная, ничего, автоматом все. Пускай пишет, короче, посмотрим. Пока дрон у нас висит там где-то высоко, ну на самом деле не высоко, 20 метров я его всего поднял, поставил, включил запись 4К, 25 кадров в секунду, чтобы батареечка разряжалась не только от того, что вентиляторы крутятся. Короче, я, соответственно, пытаюсь погреться немножко в машине. Как мы видим, температура аккумулятора у нас практически не падает и держится пока на уровне 21 градус Цельсия. Остановить запись. Ай-яй-яй, у нас получается запись была включена на внутреннюю карту. Начать запись. Ну, немножко прервались, но это не критично, я думаю. В конце концов, этим
винтам, которые у нас стандарт, можно дать небольшую фору. Силу ветра у нас обещали в районе 2-3 метров в секунду, но судя по этим флагам, я вижу, что она немножко больше, возможно, 4 метра. Хотя местами флаги развиваются в разных направлениях. Короче, по ветру еще вопросы, конечно, у нас имеются, но тут такая ситуация, что вроде как и эти винты будут с ветром, и те тоже с ветром. Короче, посмотрим на результат. Периодически есть смысл проверять температуру аккумулятора, и учитывая то, что на улице у нас на текущий момент здесь минус 11 градусов, все в порядке. Я смотрю, температура аккумулятора у нас не снижается, она наоборот немножечко растет. Странно, скорость записи на SD-карту низкая. У меня самая быстрая карта здесь стоит в принципе. Приземляется. Предупреждение о критически низком заряде батареи. Дрон приземляется. Итак, стандартные винты. Запоминаем эту цифру. Первые винты у нас отыграли. Сейчас быстренько ставим вторые. Прохладно все-таки на улице, бляха. Меняем батарейку. И пробуем вторые. Батарейка, кстати, тепленькая, до 25 градусов она нагрелась. Вот новые винты уже стоят. Посмотрите, насколько они больше. Они прямо пересекаются реально по плоскостям. Единственное, что они разнесены по высоте, за счет этого они друг другу не мешают. Батареечка свежезаряженная. Все, поехали. Ветерочек-то поддувает, блин. О, температура аккумулятора здесь при установке 13 градусов. Я надеюсь, он нагреется сейчас. Проверяем батарейку. Температура батареечки тихонечко поднимается, но не критично. Ну что же, аккумулятор потихонечку разгоняется у нас. Это говорит о том, что даже в минус 10, в минус 15 градусов аккумулятор себя греет. Поэтому если вы собираетесь летать в мороз и вставляете тепленький, хороший, горячий аккумулятор, то будьте уверены, дрон у вас будет летать долго. Да, надо учесть, что если первую батарейку со стандартными винтами, которую я ставил, температура ее была практически комнатной, ближе к 20 градусам, то вторая батарейка, которую я поставил, уже успела остыть, и первоначальная ее температура составляла всего лишь 13,5 градусов. То есть она потихоньку нагревается, ну не знаю, достигнет ли она той температуры, на которой работала первая батарейка, это еще вопрос. Специально дошел до елки с флагами, опять флаги также развиваются. В принципе, ветер слабее не стал, может быть местами даже пободрее поддувает. Короче, условия у нас примерно одинаковые, ветер слабее не стал, все так же холодно, все так же дует.
Почему постепенно заваливается горизонт и в первом, и во втором случае? Даже не спрашивайте. Ответ на этот вопрос вы можете посмотреть в видео о том, как я поднимал этот дрон на высоту 2 километра и как неудачно я его оттуда спустил. Возможно, причина в этом. Предупреждение о низком заряде батареи. Ну что же, 27 минут почти уже дрон в воздухе на вторых винтах. И вот пришло предупреждение. То есть мы с этими винтами однозначно перевалим отметку в 30 минут. Но сколько получится всего, ждем, смотрим. Температура аккумулятора уже 20 градусов, но температуры в 25 градусов, скорее всего, он так и не достигнет. Информация на пульте показывает о том, что время в полете еще составит около 6 минут и 20% заряда батареи. Насколько это будет достоверно, учитывая то, что мы уже находимся в воздухе 28 минут, я еще не знаю, но сейчас мы это увидим. Дрон приземляется. Нифига, куда он удрейфил. Прям сильно дальше. А запускал я его от машины практически рядышком. Вот так вот. Удуло, и камера кривая. Ошибка компаса. Ну вот, и закончили мы тестирование. Результаты смотрите сами, думайте сами. На улице все-таки холодно, поэтому пошел греться. Итак, что мы имеем? Время полета со стандартными винтами составило 27 минут и 26 секунд. Время полета с винтами Enterprise составило 30 минут и 52 секунды. Как и ожидалось, это на 12,5% больше. Ну что же, результаты вы увидели сами. Думаю, и выводы вы сможете сделать самостоятельно теперь. Хотя самое интересное еще впереди. Это у нас были статические тесты, а впереди нас ждут динамические тесты с полетами на дальность и на скорость спуска и подъема. Вот тут-то и раскроется полностью весь потенциал винтов Autel Enterprise. А также мы узнаем, есть ли вообще смысл в их приобретении не только для того, чтобы висеть, но и для того, чтобы летать далеко.